Замучила бессонница, часто не можете уснуть, не помогают снотворные. Друзья, вы неспроста на этом канале, и сегодня я вам хочу рассказать, как себе помочь самостоятельно. А вы знали, что на вашей ладони есть те самые точки, которые помогут вам с этим справиться? Друзья, обязательно досмотрите это видео до конца, я вам расскажу, почему вы не можете нормально уснуть достаточно быстро, как это было раньше. Поехали. Итак, друзья, что нам сегодня нужно? Нам будет нужен зеленый маркер и вот такой вот диагностический щуп для того, чтобы вы нашли те самые точки, которые вам помогут справиться с бессонницей. Если нет щупа, вы просто-напросто можете взять обычную спичечку и головкой спички находить те самые точки, либо обратной стороной. Главное, не острым предметом, друзья. Итак, поехали. Что мы первое сделаем? Я сразу подготовлю маркер, чтобы наносить эти точки. Друзья, самые основные точки, которые мешают вам реально уснуть, заметьте по себе, это тревога, потому что мы все находимся отчасти в тревоге. Мы вечно куда-то спешим, бежим, что-то у нас на работе происходит и так далее. Эта тревога уже достаточно скрыта от нас. Это один из факторов того, от чего мы страдаем ночью, почему мы не спим. Потому что наша нервная система перенапрягается, и энергия тревоги в нашем теле, она всегда присутствует в плюсе. И обратите внимание, что это находится в вашем желудке. Тревога живет здесь. Проекция нашего желудка находится вот здесь, друзья, на нашей ладони. На левой руке, левая рука мужская в суджок, а правая женская, друзья. Вот здесь находится в правой руке точечка желудка. Вот эта проекция, это наш желудок, она отвечает за тревогу. Я сразу ее отмечаю, друзья, зеленым маркером. Вот так. Зеленый цвет. Цвет нормализации и гармонизации в суджок-терапии, друзья. Да, именно он, поставив эти точки зеленым маркером, также будет воздействовать уже на точки. Если вы хотите более безвредную методику, так как многие обычный стандартный маркер не признают, вы можете поставить их зеленкой, либо купить специальный маркер для суджок-терапии. У меня на данный момент его нет, поэтому я ставлю обычным. Вижу в этом ничего страшного абсолютно. Итак, друзья, поехали дальше. Первая точка проекции желудка. Вторая также отвечает за тревогу, это проекция поджелудочная, она находится вот здесь, друзья, и сразу же селезенки. Это три основные точечки, я вам показываю. Раз, два, три. Это эти самые основные точки отвечают за тревогу. Вот, то есть вы их поставили и в своей голове обязательно проговорили: нормализация тревоги. То есть вы нормализируете энергию тревоги в своем организме, чтобы у вас не было в достатке этой тревоги. Также, друзья, вы поставили эти точки. Если у вас нет зеленого маркера, вы можете просто-напросто массажными движениями вот такими воздействовать на эти точки круговыми. Сразу цепляя три точки, достаточно сильно прожимаем, так, чтобы вы могли до них достать и активировать их. Друзья, если нет, то возьмите обычную спичечку, палочку и вот так вот просто зажмите точку такими пульсациями, вот таким вот движением вы воздействуете на эту точку. Либо можете просто зажать и подержать 30 секунд, это также будет вести эффект. Массажное движение, которое мы выполняем стандартно, оно делается буквально 2-3 минуты. На все три точки вы одновременно их можете разминать, чем и удобно это. Так, друзья, поехали дальше. Тревога — это основное, то, что в принципе влияет на нашу нервную систему, потому что она есть всегда и везде. Даже если вы скажете, что у вас ее нет, я уверен, что она у вас есть, потому что мы все находимся, к сожалению, в ней. Это проблема 21 века. Итак, друзья, следующее, то, что я вам хочу показать, это точки центральной нервной системы. В предыдущих видео я их показывал уже, но еще хочу раз показать, потому что здесь будет определенная схема, в которой я цепляю. То есть вы обязательно эту схему выполняете так же, как я вам и показываю. Сначала ставим 3 эти точки, потом работаем с указательным пальцем, на котором проходит здесь центральная нервная система головного мозга, а также спинного мозга. Это центральная нервная система головного мозга и периферийная нервная система. Они также отвечают за наше психоэмоциональное состояние. И здесь на этом меридиане на указательном пальце и на обратной его стороне проходят именно все эти наши эмоции. Итак, друзья, поехали. Первая точка, здесь находится точечка ветра. Вы также их можете нормально выставлять. Вот здесь я показываю, не здесь, друзья, вот здесь. Тут вы можете либо нажимать на каждую точку, также таким вот щупом, либо спичечкой воздействовать и держать, но рекомендую здесь на меридиане работать с маркером. Вы проговариваете
точка ветра, гнева центральной системы головного мозга, нормализация центральной нервной системы головного мозга, энергия ветра. Также следующая точка, она находится вот здесь, друзья, это точка тепла, жара, счастья, радости, друзья, здесь она находится. Вы также проговариваете нормализация тепла, жара, счастья, радости центральной нервной системы головного мозга, друзья. Вот я показываю. Это ветер, это жар. Здесь у нас находится влаги, тревоги. Вот здесь прямо она у нас на складочке. Чуть-чуть ниже, как бы не посередине, ближе к влаге, тревоги. Здесь нормализация сухости, печали центральной нервной системы. И также здесь между, видите, двумя складочками, прямо на изгибе пальчика, холода, страха, нормализация холода, страха, центральная нервная система головного мозга. Обязательно, друзья, в этой схеме мы должны закрепить. И здесь на большом пальце, на нашем, есть точка. Находится не здесь, где проекция головы, а чуть-чуть вот смещаемся сюда и ставим ее. Это нормализация ветра, точка подтверждения. С той точки, с которой мы начинали, точка гнева, здесь на центральной нервной системе нашего пальца указательного головного мозга, мы ставим ее здесь, подтверждаем. И также, друзья, едем дальше. На обратной стороне здесь также находятся наши 6 энергий. Итак, первая энергия – это тоже ветра гнева. Мы начинаем всегда с ветра, так как круг Усин начинается с ветра. Это энергия весны, начало, поэтому мы с нее и начинаем. Итак, вот здесь находится энергия ветра гнева, центральная нервная система спинного мозга. Также дальше мы идем, сразу следующее у нас, что тепла, жара, счастья, радости, оно здесь, вот смотрите, где у вас получается складочка, чуть-чуть ниже, вот здесь, тепла, жара, счастья, радости, центральной нервной системы головного, спинного мозга, извиняюсь. Здесь сразу тепло и жар, две энергии в одной точке. Также ставим. Следующая точка, влаги, тревоги, центральная нервная система спинного мозга. И поехали дальше, вот здесь, ближе к ногтевой пластине, сухости, печали. И между ветром и сухостью нормализация холода, страха, центральной нервной системы спинного мозга, друзья. Вот так выглядит схема на нашем указательном пальце центральной нервной системы спинного мозга с обратной стороны. Друзья, эта схема реально работает. То есть вы ее поставите, уже вот эту даже, и вы будете реально чувствовать себя лучше. Вот увидите, у меня еще не было ни одного человека, который бы не смог уснуть после этой методики. Друзья, если хотите усилить эффект, естественно, вы можете поставить иголки, но я не рекомендую, так как иголки должен выполнять иглотерапию профессионал, поэтому вы можете взять обычные семена гречки, к примеру, зеленой, живой, не пареной, не жареной, не обработанной, и просто-напросто прикрепить к каждой точке. И закрепить это все пластырем, друзья. И вы увидите, как быстрый эффект. Вы реально ляжете спать, ваша нервная система вам скажет спасибо. И бессонница уйдет, просто снимет как рукой. Друзья, показал основную схему. Вот здесь на обратной стороне мы все выставили точки. И опять же, точка подтверждения на большом пальце. Не забывайте про нее, это очень важно. Это, как бы вы знаете, подтверждаете и запускаете ваши процессы восстановления. Вот здесь получается. Также она находится сухость, холод и ветра. Мы с ветра начинали, ветром заканчиваем. И ставим эту точку. Друзья, на большом пальце обратной стороны. Здесь она стоит и здесь. Проставили основную схему, поставили точку подтверждения. Обязательно. И главное, всегда в голове проговаривайте точка подтверждения, друзья. Вот такая вот основная схема, точки тревоги, точки нашей нервной системы. И еще что хочу сказать дополнительно. С теми эмоциями, с которыми вы работаете, например, у вас там вы в печали находитесь, либо в страхе, вы также можете поработать с ними на своей ладони. Они есть. Также у вас там есть проекция почек, которая находится здесь, это страх, вот она. Я уже показывал в предыдущих видео про почки, можете посмотреть. Вы можете дополнительно их поставить, это будет страх вот здесь, друзья. Либо же вы можете поставить там мочевой пузырь, также отвечает за страх. Либо же легкие, правая и левая легкая, это печаль. И можете поработать также еще с точками радости. Вот, собственно, еще дополнительно, я всегда люблю их ставить. Они находятся у нас посередине ладони, точка тонкого кишечника. И также проекция точки сердца. Вот здесь, друзья, она находится посерединке. Это две точки еще вы можете дополнительно поставить, которые будут вам давать счастье и радость. Про них я также снимал отдельное видео. Очень классная методика, поэтому, друзья, пользуйтесь. Если вы хотите узнать больше, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Я оставляю вот QR-код и ссылочку в описании под этим видео. Также вы, если хотите, можете поддержать мой канал финансово. Все указано в описании под этим каналом. Подписывайтесь на мои социальные сети, там я рассказываю то, чего не рассказываю в YouTube. И также провожу свои обучения. Друзья, всем спасибо за просмотр, пользуйтесь этими точечками.
Друзья, а также бонус плюс для вас, кто досмотрел это видео до конца, я хочу вам показать две духовные точки, которые вы сможете использовать каждый день. Они будут нормализировать вашу нервную систему и улучшать вашу работоспособность. Пользуйтесь, пожалуйста, можете ставить их каждый день на правой и на левой руке без разницы, а можете ставить и на двух, и это будет помогать к тому комплексу, который я вам показал. Эти точки можете ставить каждый день, а этот комплекс, который мы с вами изучили, ставим за час до сна, либо за полчаса. Пользуйтесь. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.